Всем привет! Это продолжение мастер-класса по вот этой вот миленькой вязаной собачке. Ссылочку на первую часть я оставлю в описании под видео. Вяжите с удовольствием. Вот так вот уже красиво получается. Пока оставим так, как есть, ничего еще подстригать не будем. Оставляем как есть. Сейчас свяжем ножки. Ножки вяжем тем же крючком, 4. Делаем кольцо амигуруми, либо 2 воздушные петли, и в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И во втором ряду делаем 1 столбик без накида, 1 прибавка. Так делаем 3 раза. Вот 1 столбик без накида и прибавка это 2-3. Столбик без накида 4, прибавка 5-6. Столбик без накида 7 и прибавка 8-9. А теперь нам нужно с 3-го, это мы вывернем, когда еще свяжем, ножку вывернем. И вообще с 3 по 8 ряд включительно будем вязать без изменений. Просто в каждую петельку по столбику без накида. Всего у нас 9 столбиков без накида. Вот вяжем с 3 по 8 ряд включительно по 9 столбиков без накида в каждом ряду. Вот я провязала, теперь делаю соединительный столбик в следующую петельку, ниточку обрезаю. Добавляю наполнитель в ножку, и ножка будет готова. Нам таких ножек нужно 4. 4 лапки готово. Сейчас свяжем хвостик сразу. Тоже в кольцо амигуруми, либо в первую петельку 6 столбиков без накида. И сейчас еще несколько рядов провяжем просто по 6 столбиков без накида в каждом ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это мы второй ряд провязали. Сразу вывернем вязание и свяжем еще 2 ряда по 6 столбиков без накида. Эти вот 2 ряда, что я рассказала, я провязала. Теперь вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так делаем 3 раза до конца ряда. Вот 1 столбик без накида и прибавка это 2-3. Столбик без накида 4 и прибавка 5-6. И последний раз столбик без накида это 7 и прибавка 8-9. Можно либо так оставить, мы так и оставим. Можно провязать 9 столбиков без накида. Сейчас я посмотрю. Я просто не помню, как я там вязала хвост. Не записала. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Так. Наверное, еще провяжем 9 столбиков без накида уже. Последний ряд. Все, да, вот так вот у меня будет. Делаем соединительный столбик. У меня как раз нитка закончилась. Вот тот весь моточек, что я вам показывала в начале, начатый у меня был. Вот он у меня весь сюда и ушел. Обрезаем ниточку, прячем вовнутрь. И теперь будем это все пришивать к собачке. Хвостик пришиваем вот так вот, чтобы он у нас торчал, попу чуть-чуть примнем. Вот сюда пришиваем хвостик. А лапки тоже наполнить их нужно холофайбером, я еще не наполнила. И тоже просто пришьем сюда. Вот этой вот частью, где пониже, видите, она так у нас идет. Где пониже, ей вовнутрь, чтобы они у нас не в разные стороны смотрели, а туда вот. И все, нам просто нужно пришить, как мы и нос пришивали, мордочку. Просто нужно пришить попу вот посерединке, ой, попу, хвостик посерединке, видите как? А ножки тоже вот так вот близко друг от друга. Расстояние между ножками примерно 1, 2, 3, 4 ряда на задних ножках и то же самое на передних, может на передних 3, не знаю. Так, в общем, пришиваем самостоятельно. Видите, у меня передние ножки пришиты поближе сюда вот, чтобы не перевешивало. Сейчас, ну, в общем, это не важно, где хотите, там и пришейте. Ничего сложного, я с помощью обычной иголки с ниткой это делаю. Вот смотрите, допустим, эту хвост сначала я пришиваю, ставлю сюда, смотрю, чтобы было примерно посередине, желательно не примерно, а точно. Ниточка я уже зашла в хвост, закрепила там ниточку, узелочек, там все дела. И теперь просто пришиваю его к тельцу. Ближе показать не могу, хотя сейчас. Вот так. Так, и потом в хвост. В тельце, в хвост. И вот так вот я это сделаю по кругу. Просто пришью. Если вдруг у вас неровно получается, закрепите чем-то хвостик, какими-то палочками, зубочистками, спицами, чем угодно, чтобы он у вас держался на одном месте. В общем, в хвостик, в тельце. Ничего не видно, потому что мне неудобно. Тут ничего сложного, просто пришили. И хорошо. Вот так вот. И точно так же ножки будем пришивать. Вот так вот по кругу сюда заканчиваем. Смотрите, вот так вот я пришила. Передние ножки, напоминаю, что нужно пришить поближе сюда к краю головы, потому что если их пришить прямо вот здесь, вот где такое, видите, как будто шея, то будет перевешивать голова, у вас будет собачка постоянно падать. Поэтому пришиваем ближе. Ну и хвостик. А теперь нам просто нужно тоже ниточки сюда попротягивать. Смотрите, нитки я протягиваю по ноге не полностью. Вот это у меня остается где-то 2-3 ряда отсюда. Я беру и вокруг протягиваю. Видите? То есть вокруг лапки я по-любому протягиваю. Тоже замеряем ниточку. Примерно вот, чтобы было до конца лапки. Видите, какая у меня ниточка. И протягиваем все, как и там.
вставили, протянули. И так вот вокруг всех 4 лапок делаем. И будем подстригать. Еще пришьем глазки. Вот, наконец-то я доделала ножки. Видите, передняя ножка. Задняя. Вот такая вот красота получается. Вот смотрите, сзади вот так. Очень красиво, но очень долго. По времени реально как елку вязать. Но можно было бы, конечно, все эти ниточки поприклеивать, но это бы было ненадолго. Потому что не постирать, ничего нельзя будет сделать с этой игрушкой. А все-таки девчонки ж будут играть, нужно будет как-то ее стирать, чистить. Поэтому уж если делать, то делать хорошо. В общем, посмотрите, какая красота получилась. В принципе, практически все готово. Нам осталось пришить глазки и подрезать шерсть. Давайте, наверное, сейчас глазки пришьем. Глазки, бусинки. Их можно в любом магазине купить, в рукодельном, где бисер продают и так далее. Я буду заходить, смотрите, где-то здесь, вот где ниточек нет. Захожу сюда, выхожу. Хорошо подтягиваю здесь, как обычно, чтобы узелок, видите, он там оп, и спрятался. Продеваем в бусинку и сюда на другую сторону выходим. В общем, пришивать глазки несложно, это как обычно все, поэтому даже, я думаю, показывать нечего. Просто пришили хорошенько. Главное, смотрите, чтобы у вас ниточки эти никуда не попадали, чтобы все у вас было красиво. Утяжек делать никаких не надо, просто пришиваем и все. Сейчас возьму к себе поближе, все-таки вы пришиваете самостоятельно, чтобы пришить аккуратно. Видите, вот один глазик пришит, уже видите, как красиво. И сюда я второй, ладно, покажу. Захожу в бусинку. Так. Макар, я тут вообще-то видео снимаю, ничего? Ага. Так, и вот сюда. Макар там у меня играет и кричит, наверное, победил. Так, смотрите. Вот куда-то вот сюда, да? Видите, какая красота уже получается? Смотрите. Сейчас я их еще хорошенечко попрохожу несколько раз, чтобы хорошо держалась. И будем подстегивать. Смотрите, я когда пришила, выхожу вот сюда вот вниз под мордочку. Видите, тут глазки пришила. Вниз под мордочку выхожу и тут делаю узелочки. Здесь они будут не видны. Просто сделаю узелки, чтобы там уже все надежненько было. Угу. Вот так вот. И все. И обрежу ниточку. Так, смотрите, теперь прежде чем подстричь, нам нужно хорошенько разровнять волосы. Вот я вам даже скажу, что у настоящих собачек тоже вот такой вот идеальной прически всегда не бывает. Чтобы такая прическа была, все время нужно поправлять. Вот эти волосюшки сюда сделать, эти сюда, эти наверх, все везде поправить, потому что они все задираются, глаз не видно, то есть, у меня Йорк, поэтому я знаю, о чем говорю.
Вот, разровняли. Примерно понравилось. Смотрите, у меня у этой белой собачки хвостик коротко подстрижен. Вы как хотите делайте. Я вот этой сейчас попробую так сильно не подстригать. Хочу, чтобы он такой кудрявый был. Но вот смотрите, примерно, чтобы это было одинаково. Я вам полностью показывать не буду, потому что неудобно. Но прям не боимся. Вот так вот берем и стрижем. Лучше сразу много не состригать, лучше потом постепенно подстричь. Видите, такую вот стрижечку делаем. И везде, по ногам тоже. Вот смотрите, разровняли хорошенько, вот так вот вниз. Видите, да, длинные волосы. Прям вот до начала лапки начинаем их сравнивать. Прям берем и подстригаем. Вот так вот. Не боимся этого делать, чтобы все у нас было аккуратно. Угу. Видите сразу, как оно подстрижено? Видите, вот эта лапка еще не подстрижена. Вот, это подстрижено. Здесь есть еще длинные волосики, мы их разровняем и тоже подстрижем. Видите как? Так, по лапкам вроде бы понятно. Сзади, смотрите, вот то, что я вам говорю, у этой собачки, видите, полностью видно, все здесь, вот все в волосах. Это, конечно, убираем, оно здесь сзади не нужно. Именно в хвостике берем и просто вот так вот подстригаем. Угу. Угу. Так. Нужно прям совсем коротко подстричь, как в белой у меня собачки. Но я пока коротко не хочу. Попробую вот так вот просто подровнять. Хочу, чтобы была вот такая шевелюрка. Видите, то, что я вам показывала, вот эту вот штуку. С этой стороны я подстригла, но все равно не до конца. Хочу вот так вот, чтобы шло. В общем, еще и парикмахером надо быть. Так, и вот с этой стороны мы тоже вот так вот сделаем. Потом, кстати, нужно будет вот так хорошо собачку потрусить, чтобы все ниточки осыпались. В общем, подстригаем, дальше все делаем, чтобы у нас было красиво, аккуратно. Сейчас я тоже это все сделаю и покажу. Впереди, вы же поняли, точно так же этот хвостик берем и по кругу подстригаем. Что эти ниточки, они не были длинные очень. А теперь я решила еще вот так вот собрать хвостик наверх и подровнять все волосики. Видите, я их обстригла. Вот так вот их взяла и прям стригла по хвосту, чтобы они у меня были одинаковые примерно. Вот так вот. Смотрите. Класс.
Смотрите, какая красивая мордашка получилась. Такой вот Йорик. Красивый такой, классный Йорик. Как настоящий. Смотрите, раскрою вам секрет. Вот это вот, кстати, баллонка. Баллонки белые, мальтезе. Мальтийская баллонка, они беленькие. Вот эта баллонка, вот это Йорик. Вот здесь вот видите, и мордочка немного другая. Здесь вот более реалистичная. Сюда я хотела попроще сделать, и поэтому вот здесь у меня такой помпончик, он приклеен. Но мне не нравится вот так вот, потому что тем более эта игрушка белого цвета, даже если не белого, все равно ребенок будет играть и будет пачкаться, нужно будет стирать, и вот этот вот термоклей, он просто отклеится. Ну, это будет все неаккуратно, некрасиво. Я даже эту переделаю собачку. Вот здесь у меня нет вот этой мордочки, что мы пришивали, то есть тут просто нитки приклеены. Но я решила уже сделать хорошо и показать вам именно ту версию, где прям идеально все будет. Поэтому придумала вот этот вот еще момент с мордочкой пришить, чтобы носик был вставной. А то у меня здесь носик приклеенный, вот здесь клей, видно, все это неаккуратно, некрасиво. Мы будем делать идеально, поэтому вот я вам показываю уже именно вот этот вариант, где носик пришит, вставлен. Глазки, где пришиты, где все идеально, и точно ее можно будет и постирать, и не бояться, что она как-то испортится. Бантик у меня вот такой вот, обычный, можно купить там, где продаются резиночки. И так, оп, и вообще красота. То есть в этой собачке я тоже переделаю мордочку, и будет круто. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан.